Здравствуйте. Кто меня еще не видел, давайте знакомиться. Я Клинчук Лилия, живу в городе Житомир, Украина. Я люблю Бога и знаю, что Он меня любит. Он призывает меня говорить на разные темы, но я знаю, что служу Ему для того, чтобы приводить людей к Богу, к истине. Сегодня я хотела говорить о нездоровой конкуренции, но почему-то все повернулось, и я буду говорить о сингулярности. Ну, это слово, видно, все слышали, потому что многие интересуются космосом. Но это понятие существует и в философии, и в математике, и в других теориях. Это как бы единичный случай. Но единичный случай я на данный момент, кажется. Потому что то, что я говорю, я больше не слышу, чтобы кто-то об этом говорил. Все христиане говорят о вечности, в основном где-то там на небе. Небо, хотя написано, что Царство Небесное внутри нас есть, и это важно. Поэтому я не умолкаю, я уже говорю 4-й месяц. К сожалению, у меня трагедия произошла за этот период, я уже в трауре 3-ю неделю по моей любимой мамочке. Но жизнь продолжается, я сама не уверена во всем. До сих пор я живу в сомнениях, как дальше будут развиваться события. К сожалению, у меня внутри очень серьезное, но я не могу обо всем говорить. Сейчас я прочитаю притчи, 2 глава. Сингулярность. Я думаю, что у Бога ничего случайного нету. Давайте сначала я прочитаю, что такое сингулярность по Википедии. Тут несколько разделов. Сингулярность, философия, единичность существа, события, явления. Я уже сказала философию. По философии это мое состояние сейчас. Я единичная такая. Никто меня практически не поддержит. Слава Богу, есть друзья в Фейсбуке, которые меня уважают, потому что я поддерживала Юлию Тимошенко. Старалась быть рядом, молиться за нее, где бы не было проблем у нее. Когда в Харьков ее вывезли среди ночи, тоже мы поехали, чтобы ее поддерживать в молитве. Потому что я считаю, что молитва – это очень важно. Потому что молитва – это то, что меняет жизнь человека. Это то, что разрушает проклятие, разрушает беды. Потому что у Тимошенко действительно были проблемы. У нее много врагов, которые готовы были убить. Никогда не забуду слезы ее адвоката, когда он фактически посчитал, что она уже умерла. Но Бог сохранил ей жизнь, и это такой единичный случай, я считаю, в нашей стране, который мало кто оценил. Почему? Потому что ложь имеет огромную разрушающую силу. Я пытаюсь людям объяснить, меня унижают, между прочим, оскорбляют за Юлю. Настолько ложь перевернула мозги людей. Когда-то я уже говорила, что пророчество не уничижайте. Было слово, что женщина спасет Украину, но люди верят лжи. Дальше есть математическая сингулярность, точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные нерегулярности поведения. Хотела разобраться в математической сингулярности в каких-то случаях, но единственное, что нашла, например, кривая, которая пересекает саму себя. Вот такой вот случай единичный бывает. Да? Пример математической сингулярности. Гравитационная сингулярность. Сингулярность пространства-времени, область пространства-времени, через которую невозможно гладко продолжить входящую в нее геодезическую линию. Я говорила о черных дырах, говорила о том, что искажение происходит, и поэтому так долго идет свет. И есть такое явление, которое ученые обнаружили, что одна и та же самая
галактика возле черной дыры, ее можно увидеть несколько раз. То есть та же самая галактика пытается несколько раз. Чем это объясняется? Я уже свою версию говорила. Можете посмотреть, кажется, черные дыры 7. Вот. И вот космологическая сингулярность. Состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва, характеризующееся бесконечной плотностью и температурой вещества. Уже сегодня вышла статья о том, что Большой взрыв якобы отменяется. Уже ученые, которые изучают ученый, физик Бруно Бента, изучающий природу времени в Ливерпульском университете, и его команда представили новые исследования, доказывающие, что у Вселенной не было начала. Эта работа ставит под сомнение общепринятую теорию, согласно которой Вселенная родилась в результате Большого взрыва порядка 14 миллиардов лет назад. Ну, я уже говорила, что теорию Большого взрыва очень сильно развивал покойный физик Стивен Хокинг, да, его похоронили, и вот сейчас уже с его теорией начинает спорить. Видите, как интересно мозги человека устроены. Люди создают себе богов. Понимаете, если кто-то, он немощный, конечно, и ему как бы поклонялись. Ученые уважали его за те мудрые слова, мудрые, не мудрые, которые он говорил. Но сейчас он умер, и уже с его теорией начинает спорить. Вот это показатель того, что нужно молиться Богу и взывать Богу, а не искать себе идолов. Вот исследование, когда Эйнштейн был, да, так же само его уважали, когда он умер, начинали с ним спорить. Хотя у Эйнштейна, видно, больше было мудрости, потому что он когда-то сказал, что Бог не играет с природой в кости. То есть о Боге он говорил, когда говорил о квантовом скачке, вспомните, я тоже об этом говорила. Исследование опубликовано на сайте препаратов RxU, AF, да. А коротко о нем рассказывает Live Science. Сообщается, что Бента и его коллеги в новом исследовании решили выяснить, как выглядело бы рождение Вселенной без сингулярности Большого взрыва. Изучая данный вопрос, они столкнулись с множеством противоречий, которые возникают при сопоставлении общепринятых теорий. Считается, что природу Вселенной наиболее достоверно описывает квантовая физика и общая теория относительности. При этом квантовая физика успешно описала 3 из 4 фундаментальных сил природы. Но 4-я, гравитация с ее позиции, не укладывается в рамки. Наоборот, общая теория относительности представляет собой наиболее полное описание гравитации из когда-либо созданных. Однако в 2 важных вопросах она не работает. Это Эйнштейн, да? Относительности. Не работает эта теория. Эта теория не дает надежных результатов при изучении центров черных дыр и механизма рождения Вселенной. Эти спорные области называются сингулярностями, точками пространства и времени, где известные нам законы физики перестают работать. В то же время расчеты показывают, что внутри обеих сингулярностей гравитация становится невероятно мощной даже в крошечных масштабах. Размышляя над противоречиями, исследователи решили обратить внимание на еще одну теорию, которая называется теорией причинных множеств. Это направление исследования, запомните эту теорию, новая теория сейчас будет изучать уже, теория причинных множеств, уже Большой взрыв отменяется. Это направление исследований квантовой гравитации, основанное на математической гипотезе о дискретной структуре пространства-времени. Ну, не совсем понятно, конечно. Вот. По словам Бента, данный подход полностью меняет наше понимание пространства и времени, поскольку он переосмысливает пространство и время как серию дискретных фрагментов или пространственно-временных атомов. Эта теория накладывает строгие ограничения на то, насколько близко могут располагаться события пространства и времени. Согласно теории, они не могут быть ближе, чем размер атома. Ну, я, например, думаю, почему размер атома? Ладно. В своей работе авторы пишут, что теория причинных множеств снимает проблему сингулярности Большого взрыва, потому что в теории сингулярности вообще не могут существовать. Материю невозможно сжать до бесконечно крошечных точек, они не могут быть меньше размера атома пространства времени. Как объясняет Бента, классическое представление говорит о том, что причинное множество выросло из ничего
во Вселенную. А альтернативная версия, выдвинутая авторами исследования, говорит о том, что большого взрыва в качестве начала Вселенной не было, поскольку причинное множество является бесконечным. Говоря простыми словами, физики пришли к выводу, что у Вселенной, возможно, не было начала. Следовательно, она существовала всегда, а то, что мы воспринимаем как большой взрыв, могло быть лишь особым моментом в эволюции этой всегда существующей причинной совокупности, а не ее истинным началом. Вот такая вот новая теория причинного множества. Вот, и, конечно, причинных множеств, да, тут еще какая-то интересная информация, моделирование указала на существование второй Земли за Нептуном. Это уже тоже очень интересно. Я уже говорила о Глории. Тут еще вторая Земля за Нептуном. Ну, в общем, жизнь продолжается, а мы развиваемся, потому что, в принципе, когда мозги включаются, это хорошо. Я советую всем что-то читать такое интересное, потому что у нас должны быть там какие-то причинно-следственные связи образовываться в мозгах, потому что так мы живем. Космологическая сингулярность, состояние Вселенной в начальный момент большого взрыва, характеризующийся бесконечной плотностью и температурой вещества. Как ученые до этого додумались, я не знаю. Ну, в общем, уже она отменяется. И технологическая сингулярность – это то, что подняло мне сегодня настроение, сделало мой день, да, называется. Гипотетический момент, по прошествии которого технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным понимание. Потрясающе. Это гипотетический момент. Да. Ну, а доступным для понимания должно быть Слово Божье. И я благословляю всех в конце своего сегодняшнего блога. Я прочитаю притчи 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стези святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет сберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищается злым развратом, которые пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Так вот, я размышляла о понятии вероломной, недавно мне Бог открыл. Хуже всего вероломность рождается где? В церкви, которую возглавляют злые священники. Они как раз и являются вероломными людьми, которые разрушают веру в жизни людей, по которым соблазняется, написано, горе тому, кто соблазнит одного из малых сих горе. Будьте благословенны. Я вас люблю. Ждите. Бог вас благословит.